Еще раз добрый день. Постараюсь более подробно рассказать о обучении студентов в Томере. Сколько это стоит, продолжительность. В целом продолжительность обучения в Томере составляет 5 курсов. Это примерно по времени год. Каждый курс обучения, у него свои учебники, своя оплата. Длительность одного курса примерно 1,5 месяца. Самый длинный курс это B1. Продолжительность этого курса составляет 3 месяца. Стоимость B1 составляет 3000 лир. Ну, соответственно, по 1,5 месяца стоимость обучения будет 1500 лир. Для тюркоязычных стран есть скидка. Ну, это нужно будет узнавать уже на месте. Сколько там будет скидка, какая скидка, потому что цены меняются. На данный момент, допустим, цена такая, через месяц, через 2, через год цена может измениться. Для чего проводятся эти обучения для студентов? Для того, чтобы студент мог свободно владеть языком и в дальнейшем обучаться в университете Акдениз. Сегодня я хотел бы показать, где находится Томер, здание Томера. Это университет Акдениз. Здесь ребята могут провести подготовку для поступления в университет. На данный момент в связи с ковидной ситуацией все занятия проводятся онлайн, а само здание находится здесь. Это Ябанджи Диллер. Если, допустим, на русский язык переводить, это получается здание иностранных языков. Само здание находится на территории университета Акдениз. Университет Акдениз представляет собой студенческий городок. Это и здания, блоки, где ребята проводят обучение. Здесь также есть гостиницы для иностранных студентов и гостиницы для преподавателей. Так выглядит здание со стороны. Сейчас пройдем поближе, я покажу, где находится сам вход в Томер, потому что основной вход это, как бы скажем, факультет иностранных языков. Это не Томер. Томер находится с торца здания. Вот здесь. Красивое живописное место. Очень много зелени. Надо отдать должное обслуживающему персоналу, который здесь постоянно проводит уборку, подстригает газоны. Очень чисто. Вот здесь находится Акдениз Томер. Теперь я вам покажу, как можно будет сюда попасть на автомобиле. По кольцевой дороге, если вы едете со стороны Мигроса, заезжаете на кольцевую, с кольцевой выходите на прямую дорогу, которая ведет в университет. Также, если у вас нет автотранспорта, вы можете, в принципе, доехать на автобусе. Остановки в шаговой доступности. Вот остановка, если ехать со стороны Кепеза. И через дорогу есть остановка, если ехать со стороны Хурмы, Коньялты. Если ехать со стороны Мурат-Паши, остановка находится за мостом, за кольцевой дорогой прямо. Итак, продолжаем. По этой дороге выходим на красивые ворота, которые ведут на территорию университета Акдениз. Здесь пропускная система.
В основном она рассчитана на то, чтобы через эти ворота автомобилисты не проезжали в сквозную. То есть, в принципе, через территорию Акденис можно попасть в район Коньялты. Поэтому здесь пропускная система. Они в основном пропускают тех, кто заезжает именно в университет. Таким образом, по этой дороге можно попасть на территорию Акденис, университета Акденис. Также я сделаю обзор, как можно доехать до здания Томера, где ученики проводят подготовку по языку для поступления в университет. Всем пока! Спасибо за просмотр!